Привет, мальчик. А почему ты дрожишь? Что случилось? Дай огня, холодно. Ты замерз. На улице очень холодно. Но у меня для тебя есть настоящий помощник. Это Action 2. Он может разогреть тебя до самых теплых температур. Ух ты! А что это? 4К, 60 и 120. 60 – это температура, и 120 – это температура кипения. Все очень просто. О! Ура! Теперь у меня есть нагреватель DJI Action 2, и я больше никогда не замерзну. Новый нагреватель DJI Action 2 теперь с подогревом для чайников. Привет, дорогие друзья, с вами вновь Майкл Авинсон. А что у нас со светом? Я думаю, надо этот вопрос как-то решить. Мне не нравится. Но теперь намного лучше, правда? Небольшое изменение по свету, и у нас уже другая совсем картинка. Мы продолжаем с вами разговор про то, что из себя представляет наш маленький новый друг DJI Action 2. Много очень сюрпризов он преподнес после вот этого вот у нас обзора, который позволил нам разобраться с проблемами, которые просто были нежданчиком для тех, кто приобрел в первый раз Action 2. Во-первых, это алюминиевый корпус, который адски греется. У нас вот есть информация от нашего подписчика, и он оставил комментарий, который позволяет камере не выключаться во время нагрева. Сегодня мы с вами сделаем тесты, которые позволят вам увидеть максимальное количество минут, которые вы можете записать на эту камеру, и в каких условиях вы можете это записывать. Мы сделали нейтральный тест с обычной температурой, но при этом, если мы будем менять различные настройки, то она будет давать вам некоторые возможности записать больше таймлайна по видео, нежели использовать ее в каких-то агрессивных условиях, допустим, при жаре или в какой-то горячей воде или еще что-то. Но новая фишка. Итак, друзья, сегодня DJI Action 2 выпустила апдейт, которая добавила на внутреннюю память настройки и возможности писать в 4К 120 кадров в секунду. То есть получается, что раньше я мог только разогревать свой чаек с помощью камеры, а теперь при помощи 4К 120 кадров в секунду на ней еще можно жарить шашлыки. Только с этой стороны подгорели, блядь. Добавлена запись 4К 120 и Full HD 240. Теперь это интеграция и во встроенной памяти. Теперь звук записывается и в замедленной съемке. Добавлена поддержка макролинзы. Стабилизация во время лайвстрим. Также поддержка веб-камеры на Mac компьютерах. Более качественная экспозиция для улучшения качества изображения и цветопередачи. И вот, наконец-то, оптимизация электроэнергии для уменьшения перегрева. Ну и какие-то по мелочи исправления. Теперь DJI может записывать на внутреннюю память без SD-карты 4К 120 кадров в секунду и 240 кадров в секунду при размере Full HD. Это уже крутой апдейт, и мы можем теперь записывать на эту камеру, не имея даже того же монитора или дополнительной батареи. Это круто, я считаю. Теперь можно снимать 240 кадров в секунду или там 120 кадров в секунду при 4К под водой или где бы это ни было. Осталась только одна проблема – это нагрев. И сегодня мы посмотрим, как эта камера нагревается при различных настройках. Поверьте, здесь есть что увидеть. Друзья, я хочу вас поблагодарить за то, что вы оставили столько комментариев, лайков и просмотров за последнее видео. На самом деле это очень помогает каналу. Друзья, как только мы дойдем до 1000 подписчиков, мы сможем отправлять заявки к производителям и получать гаджеты или какие-то устройства до того, как они выйдут, предварительно подписав с ними NDA Agreement, то есть это договор о неразглашении, и он позволит нам иметь продукты до того, как они выйдут, и сделать ревью на них
них, и также увидеть настоящую картинку того, как устройство работает. Ведь мы просто взяли и разоблачили Action 2 со всеми ее недостатками. И буквально вот просто сейчас происходят вот эти вот новые апдейты или еще что-то, потому что Action 2 нужно реально спасаться. Оно не смогло перебить GoPro 10, даже несмотря на то, что есть какие-то там моменты с нагревами, но у DJI Action 2 нагревов и проблем с этим намного больше, чем у GoPro. Вы представляете, я нашел в этом, конечно же, плюс. Мой замечательный чай я теперь могу просто подогреть, бросив туда камеру, и она нагреет мой чаек до нужной температуры. Итак, друзья, поехали, начинаем тест по нагреванию камеры в разных настройках. Итак, мы устанавливаем. В следующий раз. Теперь она имеет комнатную температуру, и давайте вернемся к тестированию. Шесть с половиной минут. Получше результат, но все равно недостаточно. Еще раз замораживаем камеру. И теперь мы пишем на монитор на SD-карту. Вау, 20 минут. Результат действительно впечатляет. Ну и в заключительном тесте мы подключим зарядку и посмотрим, насколько она влияет на съемку.
друзья, вот такие вот перспективы у DJI Action 2. Я не знаю, насколько ее можно применять в обычных условиях, но на текущий момент у нас есть ограничения по съемкам, и эту проблему DJI пока не решила. Но давайте сделаем одну вещь. Давайте сейчас зайдем в интернет и проверим, что же подготовили, может быть, конкуренты или производственные компании, которые делают силиконовые чехлы или еще что-то, потому что проблема только в том, что кейс нагревается. Вот сама вот эта вот алюминиевая оболочка, она очень сильно нагревается, что можно получать ожоги. Итак, друзья, давайте посмотрим, какие интересные у нас есть дополнения к камере. Итак, друзья, давайте сейчас зайдем и напишем DJI Action 2 Silicon Case. Это то, что нам нужно будет найти обязательно. Итак, смотрим. На текущий момент для Action 2 ничего нету, походу, да? Даже нашел. Нет, это Osmo. Где же решение по камере? Вот даже вот такой вот, если кейс выйдет, то уже проблема будет решена, но я почему-то не вижу. Но давайте посмотрим еще eBay. DJI Action 2. Нашел. Китайцы уже произвели. Вот, посмотрите. Значит, за 10 баксов мы можем купить силикон, который позволит вам дольше держать камеру и, в принципе, и снимать на нее. То есть это уже выход из положения. А если силикон for body only, то есть мы сейчас попытаемся найти кейс только для самой вот этой вот камеры, которая у нас идет отдельно, видите? Нам нужно для нее попробовать что-то найти. Есть. Да, Small Rig DJI Action 2 Magnetic Case. То есть есть уже от компании Small Rig, она, кстати, производит очень классные риги для камер, у них есть решение по этой проблеме. Ну, друзья, я очень рад, что решение есть, апдейт есть, теперь камера снимает на внутреннюю память 4К 120, это уже большой-большой прорыв, поэтому подписывайтесь на канал, друзья, нам нужна ваша поддержка, мы скоро станем большими и будем получать все девайсы напрямую в наши руки до того, как они будут выходить. Еще раз спасибо вам за поддержку, я вас всех люблю, пишите комментарии, я буду обязательно на них отвечать, и мы с вами будем вместе принимать решение о том, какой девайс будет лучшим в этом и в последующих годах. С вами был я, Майкл Айнсон, счастливо! So